В этом ролике мы расскажем вам, какую воду мы здесь пьем, какую воду мы любим, какая она на вкус, в общем, и насколько она полезна. В нашей семье к воде у нас особенное отношение, поскольку после просыпания мы всегда выпиваем натощак стакан-два воды. Когда мы с Федей приехали в Грузию, это была очень сильная жара и очень хотелось пить. Первое, что мы сделали после заселения, это пошли добывать воду. Очень много людей, сутолока, паника какая-то, все спешат, всем жарко. И я запуталась совершенно, где же можно купить воды, и вообще купим ли мы воду или что-то другое. И когда мы пошли в магазин купить воды, мы не увидели, кроме Боржоми, других каких-то марок воды. То есть все было незнакомое. И на бутылях грузинский язык. С одной стороны грузинский, с другой там английский, да. И, конечно, мы рискнули, мы подошли к самой большой воде в бутылке, взяли ее, там было 6 литров, и понесли ее домой. Распробовав эту воду, конечно, мы очень порадовались, потому что вода действительно была очень вкусная и нам подходила. Итак, начинаем обзор. Первая вода, которую мы будем рассматривать и пробовать, это Ликани. Вот она. Мы ее берем. И с другой стороны, вот на грузинском. Сейчас мы немного прочитаем про эту воду. Ликани – уникальная природная лечебно-столовая вода, насыщенная живыми минералами, содержит минерально-ионный комплекс в умеренной степени. Ее особая характеристика – это неповторимое соотношение гидрокарбонатов, магния и кальция. Ликани обильно насыщена природным газом, поэтому идеально утоляет жажду. Углекислый газ помогает поднять минеральную воду с глубины 1500 метров и придает ей неповторимый легкий вкус. Это мы сейчас проверим. Источники находятся в долине Боржоми на высоте 810 метров над уровнем моря, рядом с курортом Боржоми. Итак, открываем эту водичку. О, ну наконец-то. Что, пить хочется? Так бы в начале. Она с газом, как видим. Мы открываем потихонечку, чтобы нам не бахнуло. Федечка, вот твой бокал, тебе первому. Раз и два. Ну, попробуем. Все выпьет. Ну как? Можно смело поставить оценку пол стоимости доширака и 2 однорукого боксера из 10. Ну, она солоноватая. Но Боржоми, конечно, он солонее. Я люблю вообще воду всегда прохладную, с холодильника. Вот, поэтому если она бы, наверное, была охлажденная, то, может быть, она пилась бы легче. Вот. Так. Следующая. Итак, следующая водичка, которую мы будем пробовать, это Боржоми. Но прежде, чем мы это сделаем, я предлагаю Федору немножко рассказать нам о такой замечательной воде. Федюнь, бери, читай. В отличие от многих других аналогичных минеральных вод, Боржоми не успевает остыть под землей и выходит на поверхность теплым 38-41 градусов по Цельсию. По пути, проходя природную фильтрацию, обогащаясь 60 различными минералами, которые делают этот состав уникальным. Согласно исследованиям грузинских историков,
Минеральные воды Боржомского ущелья использовались с 1 века вплоть до конца 15-го, наверное. Это 15-й? 16-го. 16 века. Но затем о них забыли и забросили на долгие годы. В начале 19 века, благодаря гренадерам Херсонского полка, которые нашли источник в лесу на правом берегу реки Боржоми. Уже в 1850 году там разбили первый парк минеральных вод. В 854 году началось строительство первого разливного завода. Неоспоримое достоинство курорта и самой воды оценил и российский император, по указу которого в 1892 и 895 годах в Ликане на территории Боржоми построили виллу в мавританском стиле, дворец Романовых, который после ремонта будет преобразован в музей. Спасибо, Федя. И что еще здесь интересного рассказывают? Этот уникальный бальнеологический и климатический курорт расположен на востоке Грузии, в ущелье на берегах рек Куры, Боржомулы и Гуджарети, на высоте почти 900 метров над уровнем моря. Все так и есть на самом деле. Когда мы приезжали в Боржоми, мы пробовали эту воду прямо из, так сказать, источников, холодную и горячую. Честно скажу, я не смогла ее пить. Видимо, на заводе ее как-то там еще очищают, делают более вкусно и так далее. Но она очень сильно такая, как железом, там, не знаю, там, отдает очень такой металлический вкус. Мне такое не нравится, но тем не менее это есть, и люди приходят умыться, попить, потусоваться возле этих мест и так далее. То есть очень-очень интересно, и съездить стоит, и это попробовать просто, чтобы понимать, что это такое. Вот. Можете даже захватить с собой тару и налить с собой водички. Полезной, очень. Ну что, попробуешь Боржоми? Ради такого-то случая. Вот, Боржоми, если кто-то вдруг не знает, что это за водичка, как она выглядит, вот такая бутылочка. Они разливаются как в стекле, так и в пластиковых бутылках. И очень-очень полезная водичка. В принципе, мне нравится ее вкус. Хотя это на любителя, она немножко солоноватая. Мам, подожди. Что? Вот давай мою... Давай мою вот эту отметку, 2 из 10 это маленькая отметка. Ты про Ликане? Ну, я пошутил просто. Хорошо. Давай Ладно. лучше сделаем отдельные ролики, вот, допустим, вот я попил, Так. и после этого меня снимают там на фоне вот тех кусок, и я говорю, этой можно поставить 7 атомов магния из 10. Так, давай. За здоровье. За здоровье. Ну, как тебе? Нормально. Какая лучше, Ликани или это? Не знаю, Ликани, по-моему. Ликани Феде больше нравится. А я люблю больше Боржоми. Здесь можно смело поставить оценку 5 газов орка из 10. Перевожу. 5 по 10-бальной шкале. Так, какая, Федя, скажи, пожалуйста, следующая водичка? Моя любимая. Бакурияне. Бакурияне. Ну, это, наверное, моя очередь рассказывать, читать. Секунду найду. Так, сейчас. Подожди. Так, а если вы хотите покупать в Стиме, О, то нашла. Я порекомендую отличную торговую площадку. А там не слышно, Федя, микрофон у меня. Ну и что, ничего страшного. Это я вырежу точно. Мой сын не такой.
орангутанг. Итак, бакуриане. Природная слабоминерализированная вода, насыщенная минеральными комплексами в оптимальном количестве. По мнению специалистов, это лучшая вода для сохранения девушки, молодости и красоты, так как регулирует водный баланс организма. Частое употребление этой воды активизирует физиологическое состояние человека. Источники минеральной воды, не уступающие по своим целебным качествам Боржоми, находятся в курортном местечке Цагвери на востоке Грузии. Бакуриане характеризуются минимальной концентрацией кальция, калия, натрия и магния. Бакуриане содержат в незначительном количестве ионы фтора и йода. Рекомендуется для использования в детском питании, поскольку это единственная грузинская вода, получившая санитарный и гигиенический сертификат имени Натадзе. Своим уникальным составом она является лучшей для людей, ведущих активный образ жизни. Цагвери находится в нескольких километрах от Бакуриани, известного климатического и бальнетерапевтического курорта Грузии. Летом здесь довольно прохладно, температура воздуха в июле в августе не превышает 15 градусов, а зима мягкая, снежная и солнечная в январе до 7 градусов. Да. Вот такая классная вода Бакуриани. Честно скажу, это моя любимая вода. Когда я захожу в магазин купить просто обычной негазированной воды, сразу иду к Бакуриани, потому что она имеет действительно вкусный вкус, она легко пьется и очень полезная. Давайте посмотрим, что это за водичка. Вот она. Вот ее бутылочка. Это 1,5 литра, но она в разных. По-грузински вот так. И мы сейчас ею освежимся. Да, Федя, освежимся? Угу. Ну, ты уже, наверное, помнишь вкус бакуриани или нет? Помню. Отлично, давай, ты любишь воду. Подавай хороший пример, что нужно пить воду. Вот так вот, до дна, до дна. Молодец, можно смело Федюнь. поставить 10 несовершеннолетних спортсменов из 10. 10 из 10 – отличный результат. Бакуриани первая в рейтинге. Да, это точно. А еще там будут ленивые люди. Это такие ленивые люди. У нас сегодня не конкурс талантов. Я надеюсь, что мама забудет отключить звук. И вот когда... Следующая какая? Вот это я не знаю. И вот когда она будет редактировать, то вот это вот то, что я сейчас говорю, услышит папа. И он прибежит и будет орать. И мамуська будет опять тоже орать. На Беглаве? Да, на Беглар. Сейчас я найду. Здесь было где-то на Беглара. Беглаве. Беглар. Та-да-да-да-да-да. О, на Беглаве, вот. Беблу. Снимайте его. Снимаю, конечно. Отлично. Садись, сыночек, будем... Зовите Беглара, Беглара. Все, успокойся. Следующая водичка – это на Беглаве. Федя, приступай. На Беглаве уникальные минеральные источники. На Беглаве по своим лечебным свойствам ничуть не уступают знаменитой минеральной воде Боржоми. Они рекомендуются как для бальнеологии, так и для питья. На Беглаве лечебно-столовая углекисло-гидрокарбонатная натриево-кальциевая газированная вода. Источник находится на территории одновременного курорта в ущелье реки Губазиули в Чохотаурском районе, регион Грузия, на высоте... Регион Гурия на высоте 475 метров над уровнем моря. Специалисты утверждают, что регулярное употребление на Беглаве в качестве столовой воды способствует очищению организма от вредных веществ и его обогащению необходимыми минералами. Повышенное содержание иона, магния, воды оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую нервную систему. Меньше содержание хлора
значительно повышает лечебный эффект воды, а повышенное количество сульфатов важно при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вот Борисовский видишь? тракт. Вот тут самое интересное, что вот читай вот это. Благодаря уникальному комплексу минералов, находящемуся В составе на Тихо, биглаве. я сам буду. Входящему в состав на биглаве, минеральная вода действует как душ изнутри и прекрасно очищает организм. Кроме того, она повышает иммунитет и эффективна при профилактике и лечении заболеваний пищеварительной системы и обмена веществ, а также способствует введению шлаков. Тут тоже мать, Вот и не все, мать, видишь. прям. Все. Спасибо большое, сыночек. Теперь мы эту водичку сейчас покажем, как она выглядит. Вот она на биглаве. Вот такая водичка с газом. И вот так вот. Оп. И мы ее открываем. Открываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как зашипела водичка. Смотрите, шипит, пузырьки поднимаются. Открывай, ничего. Тут есть еще такая вот бумажка, этикетка, вернее, такая. Сейчас мы ее. Оп. И открыли. Вкусняшки. Чуть-чуть. Ой, шипит. Ну-ка, Федя, зацени. Как тебе эта водичка? Этой воде можно поставить ровно 6 прочищенных жоп из 10. Ладно, 6 прочищенных желудков из 10. Петуха-то. Вполне вкусная вода, отличная. Здесь, в принципе, она вся лечебная, полезная, вкусная. Но тут дело вкуса. Кто-то любит менее соленую, кто-то любит более соленую, кто-то любит с газом, кто-то любит средний газ, кто-то без газа вообще пьет. Вот, поэтому эта вода ничуть не хуже. То есть, если вы зашли в магазин и увидели на биглаве, то спокойно можете пить, она очень вкусная и полезная. Следующая водичка, которая у нас тут есть, это Коби. Я ее вижу реже, и честно сказать, что... Итак, сейчас мы сделаем обзор. Сейчас мы пчелу прогоним. Сейчас мы сделаем обзор вот этих двух водичек сразу, потому что, как мы поняли из информации в интернете, это одного завода от компании Аквагео. СНО и Коби. Что говорит нам интернет? Источник Коби расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря в горах Кавказа в Казбекском районе в деревне Коби. Кстати, мы там, наверное, ездили с тобой уже. Точно. Вот. Качество воды. Высококачественная газированная минеральная вода полностью соответствует грузинским европейским стандартам минеральной воды по микробиологическому и химическому составу. Коби – газированная минеральная вода, отличающаяся уникальным вкусом. Более того, она состоит из состава самых полезных минералов. Технология газирования делает процесс питьевой воды еще более приятным. Укрепляет скелетную систему, нормализует функционирование желудочно-кишечного тракта, улучшает метаболизм, стимулирует кровеносные сосуды, улучшает кровообращение, рекомендуется для удаления вредных веществ из организма человека. Вот такая водичка. Давайте мы ее попробуем. Открываем. Тоже она у нас немножко. Вот. Но, как видите, газы не так выходят, да? То есть пузырьки идут, меньше пузырьков, чем в предыдущем даже, вот на биглаве. Федюшечка, попробуй, пожалуйста, вот эту водичку. Я по чуть-чуть, а то у нас сейчас пузы будут.
Мы не сможем. Ну как тебе это? Мама, газированная вода, которую можно Ребята, поставить. знаете, на что похоже? На Бонакву. Тебе не кажется? Мама, газированная вода, которую можно поставить... Абсолютно другой вкус, нежели вот боржоми, ликани, на Беглаве. Она абсолютно другая. Она похожа на Бонакву, средний газ. Вот, пожалуйста. Вот, эта водичка, она без газа и питьевая вода. Не поставила. Какая оценка, говори? Этой воде смело можно поставить оценку 7 недостатков газа из 10. Короче, Федя любит больше газа, когда оно булькает, там пшикает и все такое. Наш обзор полезной воды без газа, с газом, минеральной воды подходит к концу. Теперь мы приступаем к обзору лимонадов. Мы Ура!